В жизни бывают моменты, которые не сопровождаются громким взрывом. Они не объявляют о себе, они не инсценированы, не дразнят и не выставляются на показ. Но когда они происходят, ты чувствуешь это мгновенно. Что-то меняется, что-то настоящее витает в воздухе. И именно так всегда ощущалась связь между Тэхёном и Чонгуком. Тихая, скромная и все же глубоко завораживающая. То, что связывает Тэхёна и Чонгука, никогда не было связано с драматическими показами или тщательно выверенными моментами для камеры. Это никогда не ощущалось как нечто, что нужно доказывать. Вместо этого она ощущается как присутствие, устойчивое, теплое и постоянное, как нечто, что существует независимо от того, наблюдает кто-то или нет. Их связь ощущается не столько как представление, сколько как дар. Дар, который приходит без просьбы, дар, который появляется именно тогда, когда он нужен. Не мимолетный, не громкий, но цельное. Это чувство не нахлынивает внезапно, оно задерживается, оно медленно проникает в пространство, и прежде чем вы это осознаете, оно тихо оседает в вашем сердце. С самого начала их связь никогда не казалась натянутой. Она не казалась чем-то, что нужно было искусственно создать или преувеличить. Она существовала в мельчайших деталях, настолько тонких деталях, что многие люди их совершенно не замечали. То, как они смотрели друг на друга, не говоря ни слова. То, как они слушали. Не просто слышали слова, а действительно слушали. То, как комфорт, казалось, следовал за ними просто от того, что они находились в одном пространстве. Там была подлинная близость, естественная, постоянная, искренняя. Со временем многие начали сомневаться в отношениях Тэкука, особенно в периоды, когда их не так часто видели вместе. Напряженные графики, отдельные обязательства, большие расстояния. На первый взгляд все это казалось доказательством того, что что-то угасло. Но время умеет раскрывать правду. Время терпеливо, время справедливо. И время не лжет. И время снова и снова доказывало, что связь между Тэхёном и Чонгуком никогда не была хрупкой. Она не исчезала в тишине, она не ослабевала на расстоянии, она не угасала, когда шум становился громче. Наоборот, она укрепилась. Сегодня эта связь ощущается сильнее, чем когда-либо, более прочной, более надежной, более реальной. И последняя трансляция не нуждалась в объяснениях или оправданиях, чтобы это доказать. Она говорила сама за себя. Не было никаких драматических признаний, никаких длинных речей, никаких попыток кого-либо в чем-либо убедить. Вместо этого была непринужденность. Флирт тек естественно, без принуждения и усилий. Мягкие интонации, общий смех, небольшие жесты, которые казались значимыми только для них двоих. Это было тепло, это было интимно, она ощущалась по-настоящему. Это было похоже на наблюдение за личным моментом с уважительной дистанцией, а не на публичную трансляцию, предназначенную для миллионов. Даже присутствие Джина усиливало это ощущение. Он не нарушал динамику, он органично вписывался в нее, как человек, который уже хорошо ее понимал. Не было неловкости, не было напряжения, не нужно было ничего скрывать. Энергия между Тэхёном и Чонгуком была настолько искренней, что казалось, будто мы наблюдаем за обычным вечером из их жизни. Просто еще один вечер, когда комфорт возникал легко, когда близость не вызывала сомнений. Когда Тэхён упомянул о том, что хочет спать рядом с Чонгуком, это не прозвучало как шутка, брошенная для реакции. Это звучало непринужденно, знакомо, как будто кто-то говорит о своем самом безопасном месте. А когда Джин в шутку предложил спать вместе, реакция Тэхёна и Чонгука была мгновенной и ясной. Никто из них не согласился. И именно простота этой реакции говорила о многом. Не было колебаний, не было путаницы, не было лишних раздумий. Только ясность. Фразы вроде «твоя кровать, моя кровать», «твой дом, мой дом» были не просто шутливыми словами. Они имели вес. Они намекали на общие привычки, общие пространства, общую жизнь, выходящую за рамки того, что мы видим на экране. Именно это больше всего потрогало поклонников. Не потому, что это было шокирующим, не потому, что это было драматичным, а потому, что это казалось искренним. Речь не шла о громких словах и грандиозных жестах, речь шла о повседневной близости, о той, которая медленно развивается со временем, о той, которая ощущается устойчиво и безопасно. Видеть их такими, хасливыми, расслабленными и близкими, вызывало эмоции, которые трудно изобразить словами.
Была радость, да, но и был покой. Тепло, которое оставалось еще долго после окончания трансляции. Для тех, кто терпеливо ждал, этот момент стал тихой наградой. Подтверждение того, что траст, оказанный давным-давно, никогда не был напрасным. Даже в периодах сомнений, даже когда затягивался молчание, Текука возвращался с той же самой эссенцией, которую мы всегда узнавали. Но теперь она окутана зрелостью, видимой, осязаемой и глубоко прочувствованной. В мире, который часто кажется показным и мимолетным, Тэхён и Чингук показали нечто редкое — связь, построенную на времени, уважении и преданности. Им не нужны были громкие речи, им не нужны были доказательства, потому что такая любовь не кричит, она видна. Она видна в том, как они заботятся друг о друге, в том, как они снова выбирают друг друга, и снова, тихо и постоянно. Эта прямая трансляция оставила неизгладимое впечатление, не только потому, что они были вместе, но и из-за спокойствия, которое они разделяли. Легкость простого пребывания в одном пространстве без усилий. С самого начала трансляции Тэхён выглядел расслабленным и уравновешенным. Чонгук наблюдал за ним с нежным вниманием, их взгляды задерживались, их улыбки появлялись легко. Даже тишина между ними казалась осмысленной. Ничего не казалось поспешным, ничего не казалось постановочным. Их связь не утратила своего блеска со временем. Напротив, она трансформировалась во что-то более глубокое, более стабильное, более прочное. Тэкук напоминает нам, что любовь не обязательно должна быть громкой, чтобы быть настоящей. Любовь может быть тихой, любовь может быть стабильной, любовь может существовать без зрелища. Они никогда по-настоящему не расставались, они просто шли своим собственным темпом, подальше от шума, но всегда связанные друг с другом. То, что мы видим сейчас, не является чем-то новым. Это то, что долгое время тихонько взращивалось. Эта прямая трансляция стала мягким напоминанием о том, что комфорт не нуждается в объяснении. Он ощущается в общем пространстве, в непринужденном смехе и в тишине, которая кажется безопасной. Все это возможно только тогда, когда два человека по-настоящему понимают друг друга. Нет моментов, которые нужно преувеличивать, нет сцен, которые нужно чрезмерно анализировать. Самые громкие слова говорят о мелочах. Спонтанные ответы, знакомые фразы, повседневные привычки. Именно здесь любовь ощущается живой. Для тех, кто смотрел с открытым сердцем, этот момент принес чувство спокойствия, не быстро угасающее волнение, а мир, который остается. Тихое подтверждение того, что наши убеждения никогда не были напрасными. И, возможно, в этом и заключается истинная сущность Тэкука. Любовь, которая не ищет внимания, связь, которая не нуждается в подтверждении, связь, которая остается верной. Спокойствие, зрелость, настоящее. Чувство, которое сохраняется даже после того, как экран гаснет. Оно не исчезает, когда видео заканчивается. Оно остается теплым, целостным, знакомым. Оно всплывает во взглядах, в маленьких жестах, в мимолетных моментах, которые говорят больше, чем любые слова. Если вы тоже это почувствовали, если вы остановились, мягко улыбнулись или сделали глубокий вдох, не осознавая этого, не стесняйтесь поделиться своими мыслями в комментариях. Иногда чувства становятся более реальными, когда ими делятся. Некоторые моменты не нужно анализировать, их нужно только прочувствовать, сохранять в тайне, хранить в целостности и сохранности, возвращаться к ним, когда мир кажется слишком шумным. Эти моменты напоминают нам, что тепло все еще существует, что искренность все еще можно увидеть, пусть даже всего на несколько секунд запечатленных на камеру. И пока мы это чувствуем, пока это неуловимое трепет сохраняется, эта история продолжится, перетекая из одного сердца в другое. Если эта история вас тронула, пожалуйста, поставьте лайк этому видео. Подпишитесь на канал, чтобы не пропустить тихие моменты, которые часто несут в себе глубочайший смысл. И включите уведомления, чтобы быть рядом, когда наступит следующий момент, без упреждения, без планирования, но всегда вовремя. Спасибо, что вы здесь. Спасибо, что разделили это пространство. И спасибо, что остались до конца. Берегите себя. И помните, что эта история еще не закончена. Мы увидимся снова, когда это знакомое чувство вернется и решит остаться.